Всех приветствую на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. В конце прошлого ролика я показала зрителям вот эти розочки. Они вам понравились, и многим захотелось научиться их делать. Все эти розочки из органзы, но можно их делать из любой ткани, даже из джинсовой. Вот эту розочку из тонкой джинсовой ткани я сделала меньше, чем за 10 минут. Но, правда, она еще не доделана. Эти розочки сделаны в одной технике. В конце видео я покажу, как можно немного видоизменить эту технику небольшими дополнениями. Итак, приступаем. Я выбрала розовый тюль, отрезала жесткую часть кромки, а самый краешек я оставила на ткани. И теперь я отмеряю 10 сантиметров. Делаю надрез и просто отрываю. Вот у нас получилась такая полоска. Длина ленты у меня 80 сантиметров. И из этой ленты у меня получится немаленькая, примерно вот такого размера роза. Мне надо оплавить вот этот внешний угол. Я это делаю с помощью зажигалки. Вот таким образом. Для удобства при шитье иглу берем подлиннее и нитки подбираем в цвет ткани, желательно. Нитка не должна быть длинной, ну, примерно сантиметров 60-70. Шить я буду в одну нить, и на конце нити мы делаем вот такой крупный узелочек. Ну, во-первых, для того, чтобы он не сбежал сквозь ткань, а во-вторых, чтобы его можно было легко ухватить в процессе работы. Дальше вы поймете, о чем я. Начинаем с того, что подворачиваем вот этот угол таким образом, чтобы вот здесь образовался угол примерно градусов 30. Вот так это будет выглядеть. И шить начинаем вот с этого уголка. Делаем короткий стежок. Закреплять его не нужно, для того, чтобы вот этот узелок затем можно было легко вытянуть. И дальше совмещаем края ленты по длинным сторонам и начинаем шить короткими стежками наметочными. Вот таким образом. Процесс этот несложный, всем знакомый, поэтому показывать я уж его так долго не буду. За кадром я продолжу работу. Вот таким образом. И шить продолжаем в таком же порядке. И в конце я покажу, как буду заканчивать. И вот я дошла до конца ленты. И вот посмотрите, у нас должна получиться вот такая сосборенная лента. И вот здесь, чтобы нить наша не гуляла, можно сделать закреп. Тогда лента у нас не будет скользить по нити. Вот. И вот теперь с этого уголка мы начинаем формировать цветок. Складываем хвостик вот таким образом, потуже.
начинаем скручивать. Сначала у нас идет сердцевина, затем пододвигаем сосборенную ленту поближе к сердцевине. Вот таким образом мы смотрим, что у нас получается, и в зависимости от того, посвободнее нам надо формировать или потуже, и в зависимости от этого мы вот так вот сдвигаем или наоборот раздвигаем вот эту сборку. Вот, сделав несколько витков, надо закрепить слои. Особо не усердствуем поначалу. Вот, достаточно нескольких стежков. И продолжаем в таком же духе. Вот так, если нужно посвободнее, мне нравится, когда вот так посвободней. Прикладываем вот таким свободным образом ткань, и мы видим, что снизу вот здесь у нас, ну как бы так, очень рыхло. И вот теперь за этот узелок я подтягиваю нить, и вы видите, что ткань у нас собирается плотненько к сердцевине, плотненько к нашему хвостику. Вот. А здесь у нас ничего не изменилось. И делаем закреп. Сделали шажок и назад иголку. Делаем еще один. Вот так. Продолжаю формировать цветок. Удобно вот так держать. И опять подтягиваем за ниточку. И делаем закреп. Следующий шаг. И все то же самое. Подтянули. И подшили. Подтягиваем опять за узелок. Вот так. И закрепляем. За несколько минут у нас сформировался вот такой цветок. Вот этот уголочек я загибаю. Этот край ленты у нас оплавлен, сыпаться он не будет. Вот, и теперь вот таким образом мы это закрепляем. Так, теперь вот смотрим, нравится нам цветок. Нравится. Зажимаю весь цветок в кулачок и начинаю прошивать в разных направлениях, чтобы закрепить все слои. При этом нить сильно не затягиваю, иначе можно уменьшить размер розочки. И достаточно сделать всего несколько стежков. И вот этот хвостик я срезаю. Такая розочка у нас получилась. Ну, а вот это безобразие мы сейчас закроем. Я вырезала кружок из органзы, вот такой, и оплавила края. Пришивать я буду этот кружок стежками через край. Если же вам захочется сделать и из этого цветка брошь, можно пришить булавочку. Специальные булавочки продают на платформе.
Они бывают и круглые, и прямоугольные. Вот. А можно оставить вот в таком виде, воспользоваться булавочкой с головкой. У меня спрашивали в комментариях, ну и куда это использовать, зачем это нужно. Ну, возможно, это те, кто любит только утилитарные вещи. Ну вот я закончила, концы ниток спрятала. Можно хвостики подрезать, убрать. Вот так. Ну и вот. И мы не боимся эту розочку и пожамкать. Можно подправить каким-то образом так и форму, поправить какие-то лепестки. Может получиться так, что вам не понравилось, как сформировался какой-то лепесток, например, да, вот здесь вот, смотрите, этот край как бы пониже, этот выступает, и его хочется прижать. Что мы делаем в этом случае? У меня есть мононить. Это такая тонкая леска, что, в общем, прозрачная, и ее не видно. Можно заправить ее в иголку. Но не у каждого в доме найдется мононить. Вытягиваем одну нить из органзы. Не знаю, видно вам или нет. Вот у меня с узелком. И что мы делаем? Мы прокалываем иголкой в то место, где наметили, где нам не понравилось. Вот я вытянула. Дальше прокалываем назад и подтягиваем. Подтягиваем настолько, насколько нам это понравится. Вот так. И все, и делаем закрепку с нижней стороны. Вот. Раньше я делала такие. Например, вот такой кружочек я пришивала, вернее, приклеивала клеевым пистолетом. Сначала пришивала булавочку, такую или такую, или вот такую круглую. Вот, сначала пришивала, а потом с помощью клеевого пистолета приклеивала к розочке. Но я делаю их очень много. Давно уже я так не делаю. Когда надо, прикалываю вот такой булавочкой. И вот о каком дополнении я говорила в начале ролика. Если вам захочется разнообразить цветок, сделать его не совсем обычным, можно из маленького кусочка ткани сделать вот такой бутончик. Как это делается, вы уже знаете. И добавить к нему вот такую ткань другого цвета, и будет смотреться очень интересно. У меня есть уже готовые такие розочки с такой вот другого цвета сердцевиной. Вот здесь 2 ткани я добавляла. И вот такая розочка. А если у вас маленькие отрезки тканей, то вот к тому, что я вам уже показывала, как в качестве примера, вот, допустим, небольшой кусочек такой ткани, и можно присоединить еще вот такой цвет, и вот так будет тоже интересно. И еще очень симпатичным дополнением к розочке будут вот такие листочки. Они оживляют цветок. Вот так, посмотрите, красиво.
Из мелких розочек можно собрать вот такой букетик. Ну и на вопрос, куда это применить. Девочки, это и брошь, и можно украсить подарок. В свое время я делала для юбилейных торжеств очень много розочек. Не на заказ, как говорится, для своей компании. В фойе каждого гостя встречали и прикалывали на грудь такую розочку. Даже мужчины не отказывались, но для них были изготовлены вот такие вот коричневые, синие, голубые, ну и белые тоже прикалывали. Ни один мужчина не отказался от такого презента. И вот такие бежевые тоже. И когда они выходили в курилку или просто подышать, было понятно, что мужчина с розами из одной компании. Такой своего рода дресс-код. Такие розочки мы делали и когда ездили в дома престарелых. Женщина любого возраста рада цветку. Делала я эти розочки и по заказу своей племянницы. Она оформляла панно в виде сердечка. Работает она в родильном отделении. И вот такое панно в виде большого сердечка, заполненного розами, висело в фойе. Ну, вот такие у меня для вас подсказки. Девочки, а что можете подсказать вы? В комментариях уже писали, что можно украсить декоративную подушку. Девочки, подсказывайте. Думаю, что это будет всем интересно. И я надеюсь, что это видео оказалось полезным, и я понятно все объяснила, постаралась выпустить ролик с хорошим запасом по времени, и вы успеете сделать достаточно розочек, предназначенных в качестве подарка к 8 марта. И я жду ваших комментариев, ваших лайков. Девочки, пусть это не скромно, но они мне нужны, и я каждый раз их выпрашиваю. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и получаете уведомления о моих новых работах. Для этого нужно нажать на колокольчик. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Чаще всего нам в руки попадают вот такие отрезки тюля. Они небольшие, это выпады из кроя. Их можно попросить в ателье, где шьют шторы. Им они не нужны, а для рукодельниц это просто счастье.